Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила обзор своего любимого демисезонного пальто. Вот оно на мне. Это пальто из буклированной шерсти в комбинации с неопреном. Неопрен в виде ячеистой сетки, такой структурной, объемной. И вот мне захотелось эти два материала скомбинировать между собой в своем пальто. Пальто облегченное, без утеплителя, без подкладки, удобное, легкое, можно сказать, невесомое. Я его не ощущаю на плечах, оно меня не тяготит. Но такое же пальто, вот на манекене вы видите, я изготовила для своей дочери. Ну и как мама, естественно, для дочечки все утеплила. Вот здесь у нас тепленькая шерстяная подкладочка. В рукавчике тоже появилась подкладочка, так, чтобы ребеночек не замерз. Но она, конечно же, носит и свое, и мое. Что-то, что ничего не поделаешь. Вот пальто вы сейчас увидели вид спереди. Теперь посмотрите, как оно выглядит со спины. Здесь у меня такой элемент маечки-боксерочки на спинке отдельный. Он проходит вторым слоем. На спине вот такой чудесный элемент кокетка. Вы видите манжеты, нижняя часть и карманы, а также воротник сделан из этого чудесного неопрена. Мне нравится эта комбинация. Комбинация нравится моим клиентам, которым мы подобный пример использовали в их пальто. И я рекомендую подобный вариант и для вас. Пальто на молнии. Сейчас я молнию застегну. Так. И вот такой вот воротничок у меня. Здесь мы можем вторую змеечку открывать, приподнимать, опускать. Вот что у меня получилось. Но пока еще в ателье мне жарко, так как это шерсть, я таки расстегнусь. Вы видите блуза под пальто. Эту блузу по ссылочке вы можете посмотреть в моем обзоре. Вот здесь на груди такой чудесный медальон с бахромой. И, на мой взгляд, эта блуза чудесно вписалась в мой сегодняшний аутфит. Сейчас я вам крупным планом покажу мой неопрен, который я использовала. Вот такая ячейка 3D, объемная, интересная структура. И я, конечно же, не смогла удержаться, чтобы не купить себе целый рулон. Ну и тут уже моя душа развернулась, я делала всевозможные изделия, и просто пальто из этого материала, и вот вставки, и как бы очень этот материал мне пришелся по душе. Я люблю всевозможного рода композиции и сочетания. На моем пальто вы увидели вот такие детали. Вот здесь на руке буковка В, а на пальто дочери, сейчас я вам продемонстрирую со спины. У меня здесь не было кокеточки отлитной, а вот тоже буковка В вписалась. Подкладочку я вам показала на пуговичках. Очень быстро снимается, и пальто облегченное. Так как это шерсть, в нем можно ходить до холодов. Этот материал оживил это пальто, внес в него современность,
эта ткань переливается очень стильно, она смотрится как металлизирована, как кольчуга. Я люблю в карманчик сюда помещать телефончик. Эта пальтишечка у меня в любимых. Конечно же, можно по этому принципу комбинацию сделать, внести вот в этих местах другую расцветку или же какой-то другой материал, и тоже будет интересно смотреться. Если, допустим, вам по вашим климатическим условиям хочется более теплое изделие, поэтому эти места можно сделать здесь какую-то стежку интересную или же другой материал подобрать. Ну вот я вам поделилась таким вариантом своим, и мы сейчас на столе подробно с вами рассмотрим все узлы, все размеры, все нюансы моего пальто. Ну и вы окончательно во всем разберетесь и влюбитесь в это чудесное пальто. Пожалуйста. Друзья, перед вами рисунок-схема моего пальто. И на этом рисунке намечены все размеры, указаны. И видно, где какая ткань, где шерстяной ладен и где неопрен. Также понятно, что это пальто с рукавом реглан. Видны нагрудные выточки. Больше других выточек на пальто нет, кроме как нагрудные. Оно прямое, с прямым воротником, стойкой. Ширина воротника 16 сантиметров, а длина 56 сантиметров. Квадратные карманы, прямоугольные манжеты, прямоугольный неопреновый низ. Все видно, все понятно. Перед спинка. На спинке вставлена в верхней части кокеточка в виде маечки-боксерочки. Все детали из неопрена обработаны ладеном. Вот места обработки я сейчас вам продемонстрирую. К примеру, низ изделия, вставочка неопреновая, обработана ладеном. Ладен мне очень нравится. Я специально выбирала этот материал, так как края не обтрепываются. Это как вареная шерсть. Удобно обрабатывать вот эти все отделочные элементы. Вот здесь два слоя, в которые входит два слоя без подворота, в которые входит наш неопрен. Также ладен теплый, в него вплетена шерстяная нить, и одновременно легкий. То есть очень много положительных характеристик в этой ткани. Пальто я сейчас ношу, оно проверено, держит форму, везде все, нигде ничего не обтрепалось. Вот вы видите края, все как было первоначально изготовлено. Все мои детали закреплены с изнанки и с лица. То есть, чтобы это все было качественно, оно настрачивалось и потом практически под край, под шов подрезалось дополнительно. Хотя предварительно, опять же, все максимально ровно вырезалось. Все планочки четко, все это скалывалось, наметывалось, чтобы, соответственно, было хорошее качество. Ну вот вы видите карман. Карман также был заготовлен предварительно, этот квадрат. Вся оторочка неопрена, было все это заготовлено, и потом достаточно его было просто сверху настрочить, закрепить. Ну вот видите, насколько все ровно, качественно и красиво. Боковые швы у меня настрачивались двойным швом, соответственно, вот край спинки, а с этой стороны край полочки. Вот два слоя. И благодаря этой технологии не было необходимости это пальто закрывать подкладкой. Хотя вы видели вариант синего пальто на манекене, на котором сделана подкладка. Деталь кокетки, она у меня
также была предварительно обработана. Ладен прекрасно выкладывается и формируется утюгом по окружности. И вот моя кокеточка, она заходит в швы реглана. Кокеточка заходит в рукавчики вот по реглану и в боковые швы. Вот она дополнительная такая интересная деталь, легкая, эффектная. Обычно мы на воротник ставим дополнительно мех, что-то утепляем. А мне вот захотелось наоборот такую облегченную, оригинальную форму. Вот вы видите, как хорошо неопрен создает изгиб формы и держит ее, то есть вот форма так красиво стоит и смотрится. Эти детали, которые у меня из неопрена вот здесь предложены, мы делали вариант с джинсовой тканью, и тоже это смотрится очень эффектно, стильно и молодежно. Расход ткани, учитывая, что здесь нет широких подбортов, а только нарезка планок, у меня 1,70 м ладена и полметра неопрена. Мне достаточно было одной длины пальто и длина рукава плюс длина плеча, учитывая, что рукав реглан. Также в изделии используется молния длиной метр. Молния с 2 замочками. Вот эти замочки, которые позволяют раскрывать ее. Для дополнительного удобства в машине я приоткрываю снизу замочки, поэтому это важно. Метровая молния с 2 замками. Вот мое пальто, мы его с вами подробно разобрали. Может быть, это вещь в разной длине, она может быть и укороченная, может быть курточкой. Мой размер 54, пальто мягкое, оно свободное, я расстегиваю змейку, ношу его часто не застегнутое, ловлю на себе взгляды и чувствую себя неотразимой. Пальто для весны, для осени, для начала зимы. И если на утеплителе, то можно его и зимой надевать. Вместо неопрена будет чудесно смотреться катон. Вы можете переработать свои джинсы, и у вас получится оригинальная молодежная отделка вашего пальто. То есть вы можете свое существующее пальто переформатировать, убрать воротник, обрезать манжеты и вставить новые элементы. Или же неопрен, как у меня, или же, к примеру, катоновые брючки, деним. Ознакомились с моей схемой. Вы увидели, что все понятно и во всем разобрались. Ну и, конечно же, это пальто не может не понравиться, так как оно нравится мне, и я его люблю, и всегда делюсь с вами только своими любимыми, проверенными наработками, изделиями. Пишите в комментариях свои впечатления, свои пожелания, свое мнение. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго от души я желаю, и до скорых встреч на моем канале. Вот мое пальто, мое дефиле в конце видео. Вот так я могу. Ну и